Всем приветики, ребятки, вы на канале Кейсис Геймс, и сегодня мы с вами начинаем проходить новую игру, которая называется The Isltide Hotel. Я не перевела, если честно, эту фразу, поэтому переведите сами и потом напишите мне об этом в комментариях. Я вообще об этом сегодня не подумала, о том, что я даже не знаю перевода этой игры. Но я знаю одно, что она в виде интерактивного кинца. Наверное, так это можно сказать, а может и нельзя. В общем, все в виде кино. Мы делаем только выборы, насколько я поняла. И эти выборы влияют на сюжет. То есть, этакий эффект бабочки в действии, да? Вот. Я знаю, что такие игры не залетают на ютубе. Не залетают среди людей, геймеров, да? Кто, в принципе, играет, кто снимает на камеру. Вот, но мне такой стиль нравится. Только не нравится мышка, почему она здесь, она мешает. Вот, мне такой стиль нравится, потому что, ну, фильм, в котором мы можем участвовать сами, это очень даже интересно. Надо немножечко, сейчас я добавлю звучочек вам. Боюсь, что он будет слишком громкий. И будет не то. Бонжур. 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 Я не могу. Я как-то в Дуолинго учила бонжур. Бонжур. О, так, да? Учила Ой, французский, итальянский. Какой итальянский? Французский учила. Вот. Ну, это было 1 или 2 урока. Максимум. На большее меня не хватило. Русского тут вроде как нет. Только English. Только subtitles. Поэтому будем читать. Миссис Бизли? Боюсь, что нет. О! Дурюха. О, да чтоб тебя! О, черт, черт, черт. В смысле, о, моя дорогая. Чудо тут про какой-то культ, насколько я знаю. Про какой-то культ. Вот, возьми. Про какой-то культ, который вроде как... от которого надо спасти девушку. Я обвиняю тебя. Вы меня не знаете, но я нашла вас. Что? Было непросто осознавать, что вы никогда не встречались, но она была убедительна. Выследив вас, я вернулась к ней, но ее уже не было. Все, что я нашла среди бардака, это адрес, который я приложила, и я должна убедиться, что она в порядке. Если ваша дочь хотя бы в малейшей степени, вам не безразлично, подпись Air Price. Наверное, деньги отправить, да, или что? Частный детектив. Или помогите мне, или ответьте мне. Ну, вот и он. Отель Остров Приливов. Вы видели девушку? Расскажите мне об отеле. Сколько я вам должен? Давайте... А как? А как? А чё? Мышкой. Расскажите мне об отеле. Что можете рассказать об этом отеле? Понятно. Так, я вот тебе что скажу. Пытаешься влиться в доверие, чтобы я проговорился? Я обещал держать язык за зубами. Послушай, если это какая-то проверка, то я на такое не куплюсь. Бог знает, что вы там, ребята, затеваете. А когда вы разъезжаетесь, вы выглядите еще... Чего? Не пойму, какой звук. Платить не надо, выметайся отсюда. Слишком быстро. Слишком быстрые субтитры. Про себя это еще реально прочитать, а вот быстро нет. А быстро нет. Игра, кстати, новая, на этого года. И какая-то прям вот, по-моему, что-то то ли этого месяца... О, я этого говорю. Или то ли октября, то ли сентября. Что-то прям вообще она новенькая-новенькая. Ну, может, летняя. Ну, максимум летняя. Ну и чё? Ну, домик, да. Домик. А вообще прикольно, да? То есть такое видео, мы ничего не делаем, ручки свободны, да? То есть иногда только тыкаем и все. Ладно, забудьте, просто... Что? А что, варианта не будет с ним поговорить? Может что-то он расскажет?
Перекрестился, что ли? Нет. Чё? Ничего вообще не понятно. А, мы приехали в отель. Я хотела сказать, куда мы приехали? Что за психушка? А это отель. Отель, где часы без стрелок. Дратути. Похоже, кстати, на дом из американской истории ужасов. Мой любимый этот... Вернее, не дом, а лестница. Мой любимый сериал. Ага. Мне надо было имена запомнить. Извините. Какой-то странный отель. А тетка-то обернется? Обернись. Эй! Привет! Позвонить, конечно, в звонок. Че, ждать, что ли, стоять? Если она не слышит нас. Ха-ха-ха! Приколдес. А, это мужик. Сорян. С возвращением в отель «Остров приливов». Но только на финальную ночь. Надеюсь, вам удалось насладиться сессией. Какой? Мисс Рэй. Ты слепой, что ли? Я не мисс, как бы. И даже вроде не похоже. У мисс обычно бороды нет. Извиняюсь. Я принял вас за другого человека. Хрена себе, ты на меня прям в упор смотришь и говоришь мисс. Что за прикол? А может он про нашу бабеху, нет? Чем я могу вам помочь? А, я ищу кое-кого, у меня есть приглашение, хочу забронировать номер. Ну давайте, подождите, давайте как сделаем. Он ищет человека, это 100%. Приглашение у нас тоже есть, как у родителя. Наверное, приглашение, да? Или нет? По идее, первое, третье, они разные, второе, оно как бы между ними, то есть оно соединяет и ищу, и при этом бронирую. Давайте, или это нельзя считать за приглашение? Ну там же нигде не было сказано, типа, приезжайте в отель. Или было? Нет, по-моему, не было ничего такого, да? Ну, я ищу кое-кого точно нет, а вот забронировать, да. Блин, не знаю. Бьюсь в загадках. Что делать? Что поставим? Ну ладно, давайте номер. Приглашение, не уверена, что это было приглашение. Скорее был договор о выкупе, по-моему. Мне нужен номер. Пелена усталости заволокла не только ваши разумные глаза, сэр. Что ж, боюсь, что у нас нельзя забронировать номер. Ах, блин. Могу я предложить вам обратиться в отель? Уверен, что такие есть тут неподалеку. Да у меня приглашение есть, подожди. Я перепутала. Я здесь в качестве гостя. Ну да, давайте я здесь в качестве гостя или украсть бейджик. Я здесь в качестве гостя. Это очень необычно, сэр. Дело в том, что у нас в отеле «Остров Прилив» никогда не было гостей. Могу я узнать имя того, кто пригласил вас этим вечером? Ёптать. Ё-моё, кто там был? Грейси Рэй и Джулия Харпер. А я не всех прочитала. Давайте Грейси Рэй. Грейси Рэй. Мисс Рэй. Я угадала? Сейчас такого у нас таких нет, провали. Мисс Рэй еще не заселилась. Но я обязательно сообщу им, что она пригласила гостей. Мы прогадали, да? Нас сейчас выкинут отсюда. Или что? Найди мисс Рэй. Надо было сказать, что у нас приглашение есть. А у нас его и нет, да? Или как? Могу я предложить вам начать поиски с бара? Там есть на что посмотреть. Давай. Я, конечно, не пью, но посмотрю. Чё б нет-то. Это бар? Это какая-то галерея, по-моему, нет? С картинами. О!
Red or gold? Красные или золотые? Excuse me? Прошу прощения. See? Вот видишь, еще один человек, который их не замечает. Have you never looked? Вы никогда не смотрели вверх во время торжества? Which is why. Именно поэтому шары должны быть золотыми на этой сессии. Но красный традиционный цвет, ты же это говорила, красный привычнее. Customary. Привычно, чтобы кто-то из другой приписал себе все заслуги. Нужно попробовать что-то новое. What do you think, dear? Как вы считаете, дорогой? Ну, давайте золотые. Ну, что-то новое, да? No one notices. Если никто не замечает, то, возможно, стоит попробовать золотые. Тут, возможно, здесь больше не нужна. Просто пережиток прошлого. Не уходи! Я не знаю, что делать со всем этим без тебя. А, ну все. Мы их поругали. Зачем? Зачем я это сделала? Ну ладно, поругались так поругались. С кем не бывает. Чё, а где бар-то? По-моему, вообще не бар. Мы куда-то тыкнуть можем? Нет? А, вот теперь появилась. В бар туда, стол вот этот, сесть сюда, поговорить с женщиной, поговорить с мужчиной, главный зал. Но давайте для начала мы не сядем, мы поговорим. Поговорим по очереди с ними, потом подойдем... Потом подойдем к столу, и потом пойдем в главный зал и в бар, наверное. А может быть, все-таки в бар, а не в главный зал, потому что, мне кажется, нам потом скажут, типа, а мы вас туда вообще-то не звали. Я не знаю, что выбрать. Я склоняюсь к белой шнуровке. Но она была в прошлый раз, и никаких изменений. А что не изменилось? Надо сначала же диалог завязать, нельзя так сходу, типа, бабу ищу. О каких изменениях речь? Ну ладно, не бабу, а девушку, извиняюсь. Девушку. У них снова не вышло номинировать меня. На что? А кто самый лучший? Лучшую модель. Звучит заманчиво. Тоже хочу. Звучит захватывающе. Но это не для всех. А для кого? Какие правила? Вы выбираете маску, а затем на торжестве надеваете то, что вам подходит. Побеждает тот, кому наряд подходит лучше всего. Вы хотите, чтобы вас номинировали? Вы никто, если вами не восхищаются. Ну, не знаю. Не могу согласиться. Ну, блин, вот сейчас, наверное... Как сделать? В какой-то момент, я думаю, стоит остановиться и спросить у нее, я ищу девушку, сказать. Давайте сейчас, наверное, мы и скажем. Я ищу девушку. Ух ты! Кого она переодета? Честно говоря, за этим сложно уследить. Меня всегда обходят в плане последних новинок, в моды во время сессий. Уверена, что она много для вас значит. Судя по тому, как вы избегаете моего взгляда. Быть одному полностью приемлемо, но я считаю, что лучше с партнером. Я права? Конечно. Тогда найдите того, кто вам поможет. Понятно. Спасибо. Падла. Че, она туда ушла? Так, А куда ты сесть собрался? А, вот скамейка, я думала на пол. Ну давайте с мужиком теперь поговорим. Что-то он стоит как это, какая-то статуя такой. Ровненько. Залип! Мужик залип, понятно. Не залипай! И рот не открывай, муха залетит. Я тут подумал, я пытался его предупредить. Но их невозможно изменить или обмануть. Печально. Консьерж служит напоминанием всем одним взглядом. Кроме человека у бара, наверное. Я не пытался узнать, почему. На этот раз. Мне стоит найти ее.
Кого? Она будет искать меня. Моя жена. Ладно. Ладно. Хорошо. В принципе, я думаю, он нам, наверное, ничего не мог дать. Ничего не мог сказать ценного. О, присутствие на приливе. Первое. При посещении прилива, который проходит раз в 3 года в течение 3 ночей без возможности продления, необходимо соблюдать правильность действий, напоминая Das Nichts. Второе. Выбор костюма. Во время прилива должны быть предприняты необходимые меры для выбора нового костюма. После примерки костюм должен быть выбран в ночь прилива и носиться в течение ближайшей сессии, таким образом восстанавливая Geworfenheit. Третье. Почитание праздничной ночи. Правильная концентрация во время церемонии, снятия мерок, примерки и торжественной ночи является обязательной и прекращает всякую связь с внешним миром, тем самым изгоняя Das Gerede. Все будут как один. Четвертое. Необходимо постоянно поддерживать соответствующие отношения к нашим избранным. Им рекомендуется исповедаться в грехах во время сессии, и они будут и прощены, если только не нарушат правила. Пятое. Никто не будет обременен. Правильное намерение достигается при отсутствии отвлекающих факторов и желаний, что позволяет сохранять осознанность в течение всей сессии. Все члены жюри должны содействовать этому очищению посредством прилива. Шестое. Сохранение конфиденциальности. Правильная речь обеспечит сохранение тайны прилива и ограничит отвлечение от нашей миссии. Большой жюри отбирает тех, кто лучше всего подходит для этого путем приглашения. Седьмое. Соблюдение приличий. Правильный образ жизни поощряется между приливами, чтобы защитить костюм. Каждый должен быть возвращен в этом виде, в каком он был подарен, никогда не обязывая костюм к компромиссам, ограничениям или условиям в течение срока. Чего? У костюма своя жизнь, что ли, есть? Поиск сути. Правильное представление о жюри и их миссии должны быть в центре внимания прилива. Отвлечения должны быть забыты после очищения, что позволит приблизиться к нахождению ядра. Девятое. Каждый должен следовать правилам и делать то, что должно. Назад. Наказание за нарушение правил – изгнание. О, боги. Ну, короче, я так понимаю, они переодеваются не просто в костюмы, а в душе, да, чьи-то? Скорее всего. Иначе это было бы слишком просто. Иначе слишком было бы просто. Блин, ты прикинь, как они проделали, да, все это? То есть они отсюда вот только в этой комнате создали, блин, больше, наверное, 20 сцен, где ты сначала подходишь к тетке, потом к мужику с места тетки, или там сначала к мужику, а потом с места мужика к тетке. То есть с каждого места надо вот эти вот разные варианты проделать. Сначала с места нашего в разный вариант, потом с каждого места еще разный вариант, куда ты мог пройти. Это прикольно, это прикольно. Давайте с первой начнем. Первая записка. Что это? Обнаружен предмет из директории. Где находится номер 14? Не знаю. Откуда мне знать? Я тут, как и ты, впервые. Ну, найдем сейчас, если что. Если нас пустят. Будь со мной, когда меняется прилив. О, ты человек, чей ум пытлив, и вместе мы отыщем суть. Номер 7, 20:00. Роузи. Блин, надо было имена запоминать, да? Вот это вот я, конечно, лошпек. Ну ладно. Всем, кто считает, что суть это пол, гости всех полов, добро пожаловать. Номер 18. Что это вообще? Что это такое? Что-то вообще странное. Ну, 4-ю давай почитаем. Что это? Для ценителей красивого слога и языка. Я, Джордан Хемлок, создаю петицию с целью изменения терминологии правил. Эрго, найдите меня и оставьте свою подпись. Ладно. А меня как зовут? Я не Эрго. Мне не надо искать. Ну все, выход. Выход. Чё, куда? В главный зал или в бар? Так, ну давайте... Ну давайте в бар. Ну ладно, давайте проверим, главный зал вообще открыт. Нет, мне кажется, он закрыт будет. Ну да, конечно, это как бы... Не принимай терпения за его отсутствием. Его пунктуальность идеальна, а присутствие постоянно. Да пребудет с тобой прилив. Прикольно. Да не лезь ты туда. Ну все, ладно. Там, видишь, кто-то то ли молится, то ли хрен его пойми. Ну, пойдемте в бар, сидеть не будем. Ну бар, наверное, тоже закрыт, поэтому у нас есть возможность посидеть. Логично. Это логично.
А, вот тут не сделали, не оформлено было. Он шел не отсюда, не от двери вот так, а получается где-то отсюда. То есть от этого места. А может, и обдумано, кто его знает. Хотя нет, не обдумано. Все-таки не обдумано. Точное время 17 часов. Спасибо, и все. Ты понимаешь, что да, может быть что угодно. Интересно, он здесь? За эту сессию я не смог приблизиться к пониманию сути. Только зря потратил костюм. Ага, и все? Встать у барной стойки, посмотреть на женщину, поговорить с пьяным. А почему я не могу, наоборот, посмотреть на пьяного и поговорить с женщиной? Это было бы логичнее. А, она чем-то занята. Что это? Обнаружен предмет из директории. Хорошо. А что это такое? Это вот все, кто участвует в этой секте или что? В этой сессии? Так, поговорить с пьяным. Отличное занятие. Я так понимаю, игра будет такая, немножечко спокойненькая, скучненькая, поэтому если ты еще не взял печеньки, возьми печеньки. И с печеньками так потихонечку сиди и ешь твой хот-пол. Сиди, ешь и смотри, наслаждайся. Ну, можешь поспать под это видео. Ой, вы не пол. Ой, ладно, будешь полом. Прости меня. Скоро я стану проблемой для другого жалкого ублюдка. И все, уснул. На самом-то деле я думала, что он вообще не проснется. Ты хочешь походить или что? А, да, походи, смотри-ка. Вверх по диагонали, а почему ты до сюда-то? Дальше иди. Вдоль 3. Вдоль 1. Назад, подожди. А ладья у нас как, подожди, ходит? Я думаешь, помню. Забрать короля. Подожди, назад. Если что, ладьей заберем короля. Слоном забрать пешку, но это вообще нелогично. Конем вправо, влево. А, ну конь буквой Г ходит, это я помню. Давайте короля заберем. А это же не король, это конь. Неправильный перевод или я чуть не то прочитала? Вроде это был конь. Вроде как. А зачем мы походили и ушли? В чем прикол? Типа мы кому-то помогли? Кому там? Джону, Биллу, кого он назвал? Не сомневаюсь, что вы пришли сюда, чтобы повидаться со мной? Да, меня зовут Джордан Хемлок. Не удивлен, что вы слышали обо мне, сплетни не умолкают. Видите ли, на этой сессии я провел больше времени в одиночестве и начал рассуждать над термином «сессия». Звучит ужасно. Я создал петицию для большого жюри с целью изменения терминологии. Что вы думаете о слове «период»? Какие грубые ошибки есть в переводе? Ну, именно в субтитрах. Не в моих фразах. Зачем менять одно слово? Как прошел ваш период? Ну, давайте, как прошел ваш период? Итак, как прошел ваш период? Я знала, что могу рассчитывать на вас. А вы напоминаете мне меня. До того, как я надел на себя это. Действия говорят громче слов. Как говорится. Как говорится. Точно. А это большое жюри. Это они выбирают тех, кто сюда попадет, не так ли? Только по приглашениям. О, они хвастают своей инклюзивностью. Но главная цель этих правил — как бы удержать подальше тех, кого они не хотят видеть. Но что, если мы проведем слушание? Во время снятия мерок перед всей паствой.
Они будут обязаны ее рассмотреть без преимущества в состязании. Состязательности. Но они не обязаны меня слушать. Что ж будем делать? Существуют правила, которые пресекают, и такое тоже. Правила можно нарушать. Правила существуют не просто так. Правила можно нарушать. Правила можно нарушать. Если бы. Ой, не могу шагать. Хотя... Как американская демократия. Услуга за услугу. Помоги мне. Сможете спросить о чем-то меня. Ясно? В смысле? Я вам это гарантирую. Все, что угодно. Все, что угодно. Че, это вот за кого мы себя приняли, да? Ну, в смысле, не за кого себя приняли, а кому гости. Гостям пришли. Доброго дня, сладкие мои. Снятие мерок вот-вот начнется. Поэтому пришлось взять ваши костюмы, маски и следовать за мной быстренько. Большой жюри ждет. Хорошо. Ну ладно. Ну ждет, так ждет, ладно. Это что, мы куда? Домой вернулись или нам номер дали все-таки? Непонятно, пока непонятно. Чего? Блин, ты думаешь, я помню? Подожди. А все, я не могу директорию включить. Ну ладно, хорошо, ребята. Давайте тогда мы продолжим в следующей серии. Помню, был номер 4, номер 8, кажется. И все. Только 2 номера там было написано. А может быть и нет. Но 4 и 8 я точно помню. Давайте мы на сегодня с вами закончим. Продолжим в следующей серии с номеров и так далее. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые серии, а также скидывайте его своим друзьям, вдруг оно им понравится. Ну, еще можете подписываться на мой инстаграм и следить внимательно за сообществом в ютубе. Там я пишу много интересного и нового. Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока!